Всем привет! Вы на канале Easy Cheesy. Меня зовут Настя. Сегодня мы будем готовить вафельную крошку. Крошка или Royal Tin, как ее еще называют, это тонкие вафельные хлопья, которые используют для кондитерских изделий. А сначала я хочу попросить вас подписаться на мой канал и поставить лайк под видео. Этим вы очень поможете мне в продвижении. Главный минус покупной крошки, конечно же, ее высокая цена. Наша же крошка в буквальном смысле будет стоить копейки. Состоит она из белка, муки, молока, щепотки соли и сахара. По желанию для аромата можно добавить ваниль. Кроме того, приготовить тесто для крошки проще некуда. Грубо говоря, нам нужно все смешать. Сначала белок и молоко комнатной температуры объединяя в миске с сахаром и солью. И хорошенько перемешиваем венчиком до однородности. Тут я поняла, что моя посуда была маловата и заменила на побольше. Как только все перемешали, осталось добавить лишь муку. Муку я даже не просеивала. Ее лучше добавлять постепенно, ориентируйтесь на консистенцию теста. Вообще тесто на крошку полностью идентично блинному, как по процессу приготовления, так и по консистенции. Готовое тесто должно быть гладким, без комочков, а по густоте удобный для распределения по коврику. На силиконовый коврик для выпечки выливаю сначала несколько столовых ложек теста и распределяю с помощью скребка. Слой теста должен получиться очень тонким, полупрозрачным. В процессе можно добавить еще немного теста, если видите проплешины. Тесто отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут. Но лучше все-таки ориентироваться на цвет. Не бойтесь выпекать вафлю до хорошего коричневого оттенка, белых пятен теста остаться не должно. Опытным путем я выяснила, что лучше всего выпекать крошку на плотном силиконовом коврике. Ее легче распределить ровным слоем, выпекается тесто равномернее и на выходе получается ровная цельная вафля, которую легко снять с коврика без повреждений. Можно выпекать и на тефлоне, и фольге, или пергаменте, но их обязательно хорошо смажьте маслом. В покупной крошке есть один весомый, как по мне, нюанс. Она не размокает от влаги за счет того, что пропитана какао-маслом. А также с двух сторон смазываю вафельные листы тонким слоем растопленного какао-масла. Поэтому я раньше говорила о том, что лучше выпекать на толстом силиконовом коврике. Он отлично отходит от вафли с минимальными повреждениями и таким образом позволяет покрыть вафельный лист какао-маслом с двух сторон. Я оставляю листы в таком виде на некоторое время, пока масло не застынет. Ну и затем самый приятный момент во всем процессе – это ломаем крошку. Думаю, в этом процессе все понятно и предлагаю просто послушать, насколько она хрустящая. Готовую крошку храним в сухом месте и герметичном контейнере. Используем как декор, хрустящую посыпку или же самостоятельный слой в пирожных и тортах. Обязательно пробуйте готовить, не забывайте писать комменты, задавайте вопросы, ну и помните, что даже маленький кусочек торта способен изменить вашу жизнь.